Мир потрясла трагическая новость. Корейский певец Хвисон, человек с невероятным голосом и многолетним вкладом в музыкальную индустрию, ушел из жизни в возрасте 43 лет. Однако самое жуткое в этой истории – его тело пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружили. Когда полиция наконец добралась до места происшествия, их ожидала ужасающая картина. Квартира была закрыта, внутри царила тишина, но стоило открыть дверь, стало ясно, что время уже сделало свое дело. Тело Хвисона начало разлагаться, распространяя тяжелый запах, который и привел к тому, что соседи вызвали полицию. Как могло случиться, что человек, у которого были тысячи поклонников, остался один в своей квартире, незамеченный в течение стольких дней? Почему никто не забеспокоился о его исчезновении раньше? И что на самом деле стало причиной его смерти? Сегодня мы разберемся в этой трагедии, посмотрим, каким был Хвисон в последние годы своей жизни и почему его уход потряс весь мир. Хвисон, настоящее имя которого Чо Хвисон, родился в Южной Корее и с раннего возраста проявлял необыкновенный музыкальный талант. Его мощный голос, чистые высокие ноты и эмоциональная подача сразу выделяли его среди множества других исполнителей. Его карьера началась в начале 2000-х, когда он дебютировал как сольный артист. В эпоху, когда корейская музыка становилась все более коммерческой и ориентированной на группы, Хвисон пошел своим путем, сделав ставку на мощные баллады, глубокие тексты и проникновенное исполнение. Он быстро завоевал популярность благодаря своему необычному тембру и технике, которая напоминала мировых звезд ритм-энд-блюза. Его стиль был вдохновлен западными артистами, но в то же время оставался уникальным. Каждая его песня была наполнена эмоциями, и слушатели могли прочувствовать каждую ноту. За годы карьеры Хвисон выпустил несколько успешных альбомов и синглов, многие из которых становились саундтреками к популярным дорамам. Его песни о любви, потерях и надежде находили отклик у миллионов людей, делая его настоящей иконой корейской балладной сцены. Однако с годами его популярность начала угасать. Молодые артисты, тренды в индустрии и изменения в музыкальном рынке постепенно отодвигали его на второй план. Он больше не появлялся на крупных шоу, не давал интервью и редко выходил на сцену. Что случилось с ним в последние годы? Почему человек, который когда-то собирал стадионы, внезапно исчез из поля зрения? Ответы на эти вопросы могут пролить свет на его трагическую кончину. Последние годы жизни. Несмотря на выдающийся талант и успешную карьеру в прошлом, последние годы жизни Хвисона были далеки от блеска и славы. Он все реже появлялся на публике, а его имя стало звучать все тише в музыкальной индустрии. Что же случилось? Почему артист, которого когда-то называли голосом эмоций, исчез из поля зрения? Исчезновение из публичного пространства. После своего пика популярности в 2000-х годах Хвисон начал выпускать все меньше песен, а его выступления становились редкостью. Музыкальный рынок стремительно менялся, а с приходом новых айдол-групп и цифровых платформ формат его музыки стал менее востребованным. Это сильно ударило по его карьере. Если раньше его баллады звучали повсюду, то теперь публика все чаще выбирала молодые кумиры, танцевальные хиты и быстро сменяющиеся тренды. Но главной проблемой стало одиночество. С годами Хвисон стал замкнутым, все меньше контактировал с коллегами по индустрии и почти не общался с журналистами. По слухам, он страдал от депрессии, но никогда не говорил об этом открыто. Он жил один, без семьи, без близких людей, которые могли бы заметить, что с ним что-то не так. Финансовые трудности и здоровье. Кроме профессиональных проблем, появились и финансовые сложности. Старые контракты истекли, новых предложений не поступало.
В отличие от Idol Group, у сольных исполнителей меньше возможностей зарабатывать на рекламе и международных турах. Поэтому, когда популярность Хвисона начала угасать, его доходы также снизились. Есть информация, что он испытывал серьезный стресс и имел проблемы со здоровьем. Возможно, они были связаны с давлением индустрии, где артисты вынуждены поддерживать высокий уровень конкуренции. Последнее время он все чаще отказывался от интервью, концертов и даже встреч с друзьями. Он словно растворился в тени, а его имя перестало появляться в заголовках новостей. Последний год жизни – предвестники трагедии. Несколько месяцев назад некоторые поклонники начали замечать тревожные признаки. Хвисон почти перестал выходить в соцсети, не публиковал новых фотографий и даже не отвечал на сообщения друзей. Однажды его случайно увидели в небольшом кафе в Сеуле, и те, кто его узнал, говорили, что он выглядел уставшим и потерянным. Никто не мог представить, что это будут его последние дни. Что произошло в тот роковой день? Почему никто не забил тревогу раньше? Ответы стали известны только тогда, когда было уже слишком поздно. Обнаружение тела. Все началось с того, что люди, которые когда-то были рядом с Хвисоном, начали замечать его отсутствие. Первым тревогу забил его менеджер. Он несколько дней подряд пытался связаться с певцом, писал сообщения, звонил, но телефон Хвисона оставался без ответа. Это было странно, ведь, несмотря на свою закрытость, артист всегда выходил на связь, особенно по рабочим вопросам. Когда Хвисон не явился на запланированную встречу, менеджер забеспокоился еще больше. Он решил навестить певца лично, но дверь в его квартиру была заперта, а изнутри никто не откликался. Но настоящий шок ждал соседей. Странный запах и тревога соседей. Жильцы дома уже несколько дней ощущали неприятный запах, который исходил из квартиры Хвисона. Сначала никто не придавал этому значения, но спустя неделю запах становился все сильнее. Некоторые думали, что это испортившиеся продукты или проблемы с водопроводом, но вскоре все стало ясно. Полиция была вызвана после того, как запах распространился по всему этажу. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место, они обнаружили, что дверь заперта изнутри, а попытки дозвониться до Хвисона были безуспешны. Было принято решение взломать дверь. Шокирующая находка. То, что полицейские увидели внутри, повергло всех в ужас. Квартира была темной, окна плотно занавешены. В воздухе стоял тяжелый, удушающий запах разложения. На полу в одной из комнат лежало тело Хвисона. По состоянию останков можно было понять, что он умер несколько дней назад. Начался процесс разложения, что и вызвало сильный запах, заметный для соседей. Полицейские сразу же вызвали судмедэкспертов. Первичный осмотр показал, что на теле Хвисона не было признаков насильственной смерти. Однако точная причина его ухода оставалась неизвестной. Что случилось с Хвисоном? Как могло случиться, что успешный артист умер в одиночестве, и никто не заметил этого сразу? Почему никто из его коллег и знакомых не забеспокоился раньше? Экспертиза должна была ответить на главный вопрос, от чего именно умер Хвисон. Было ли это естественной смертью, случайностью или что-то большее скрывается за этой трагедией? Но независимо от причин, одно было ясно: мир потерял еще одного талантливого артиста, который ушел незамеченным. Реакция общества. Когда новость о смерти Хвисона разлетелась в СМИ и социальных сетях, мир был потрясен. Сначала было трудно поверить в это. Фанаты надеялись, что это слухи или очередной фейк, но официальные заявления полиции и экспертов подтвердили страшную правду. Трагедия не просто взволновала поклонников, она вызвала широкий общественный резонанс.
Ведь речь шла не просто о смерти знаменитости, его тело пролежало в квартире несколько дней, и никто даже не знал об этом. Фанаты в шоке. Фанатские сообщества Хвисона начали наполняться постами скорби. Люди писали о том, как его песни помогали им в трудные времена, как его голос затрагивал самые глубокие струны души. Некоторые не могли сдержать слез, когда переслушивали его баллады, осознавая, что больше никогда не услышат его живое исполнение. На платформах Twitter, Instagram и корейских форумах начали появляться тысячи сообщений. «Я не могу поверить. Хвисон был частью моего детства. Как так случилось, что он умер в одиночестве? Он столько лет отдавал себя музыке, а в итоге оказался никому не нужным. Это страшно. Почему никто не обратил внимания на его исчезновение? Как можно просто забыть о человеке?» В комментариях к его последним постам в соцсетях появлялись слова извинений, как будто люди пытались загладить свою вину за то, что не заметили его страданий раньше. Реакция корейских звезд. Коллеги по индустрии тоже не остались в стороне. Многие артисты, певцы и актеры выразили соболезнования, вспоминая его как талантливого и доброго человека. Популярные певцы и продюсеры признались, что его музыка повлияла на их творчество, а его голос навсегда останется в истории. Некоторые исполнители написали, что эта трагедия должна стать уроком для всей индустрии, где артисты часто остаются одинокими за кулисами. Мы забываем, что за сценой у звезд тоже есть жизнь. Одиночество убивает. Если бы мы знали, что он нуждался в помощи, все могло бы быть иначе. Особенно болезненно новость восприняли те, кто когда-то работал с ним. Некоторые признались, что давно не связывались с Хвисоном, и теперь это стало их самым горьким сожалением. Общественная дискуссия: почему так произошло? Эта трагедия снова подняла важные вопросы в корейском обществе. Почему знаменитости, которые когда-то были на вершине, остаются в одиночестве? Почему система шоу-бизнеса не поддерживает артистов, когда они больше не на пике славы? Как получилось, что человек, у которого были тысячи фанатов, умер, и никто не заметил этого сразу? Многие говорили о том, что жизнь артиста полна давления, стресса и одиночества. Кто-то вспоминал печальные судьбы других корейских звезд, которые сталкивались с депрессией и оставались одни в свои последние дни. Эта трагедия не просто разбила сердце фанатов, она заставила задуматься, насколько легко люди могут забыть тех, кто когда-то был на вершине. Память о Хвисоне. Несмотря на всю боль, которую принесла его смерть, музыка Хвисона осталась навсегда. После трагедии его альбомы снова начали слушать, стриминг-платформы заполнились его песнями. Многие поняли, что упустили шанс сказать ему, как он важен для них. Но разве это не самое страшное в таких историях? Мы начинаем ценить людей только после их ухода. Смерть Хвисона – это не просто трагическая новость. Это напоминание о том, как легко человек может остаться незамеченным, даже если когда-то его имя знали миллионы. Он покорил мир своим голосом, подарил фанатам музыку, полную чувств и эмоций, но в конце остался один. Его уход стал громким сигналом для всех: артист может сиять на сцене, но за ее пределами он может бороться с одиночеством, о котором никто не догадывается. Почему так произошло? Как человек, которого когда-то любили и слушали тысячи людей, мог уйти, и никто не заметил этого сразу? Этот вопрос останется без ответа, но одно можно сказать точно: его творчество переживет его самого. Пусть мы больше никогда не услышим его голос вживую, но его музыка навсегда останется с теми, кто ее ценил. Напишите в комментариях, какие у вас воспоминания о Хвисоне. Какие его песни вас тронули больше всего? Давайте не будем помнить его только через эту трагедию.
Давайте помнить его через его музыку, его голос, его искусство. Берегите себя и не забывайте о тех, кто рядом. Возможно, именно сейчас кто-то из ваших близких нуждается в простом вопросе: «Как ты?».